Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале. Меня зовут Анна. И сегодня хочу повторить тот интересный формат с рунами. Хотя здесь карты немножко тоже подмигивают. Я думаю, они тоже будут участвовать. Посмотрим с вами такую тему: вы и ваш партнер сейчас. Давайте даже сделаем такую интересную, как предметную расстановку, но с помощью рун. Это будет очень интересно, увлекательно и что-то новое. Давайте вытащим вас, вы сейчас. Как интересно. Ваш партнер сейчас. Почему-то даже вот так. Вы как будто на разных каких-то волнах. При этом ваш партнер очень общительный человек, либо у него какая-то работа с коммуникациями связана. Но прям, знаете, такой с любым пообщается, вплоть до людей в очереди. А вы какой-то человек больше закрытый, да, ну, либо закрытая в каких-то своих мыслях. Возможно, больше в какое-то духовное развитие пошли, что ли. Немножко закрываетесь от людей, получается. И вот ваш партнер, он как будто бы больше материальный, так скажем. Интересует больше какие-то, назовем это так, мирские дела, да, а вас все больше либо обучение какое-то, либо как все устроено, куда чего, какие-то практики, возможно, расклады, психология, например. Все такая тема. А у вашего человека это вот, например, да, вот чтобы как контраст, это выставки, рестораны, куда сходить, что посмотреть, куда съездить. Вот что-то такие-то, либо если есть дети, куда детей отправить, куда сводить, что купить, что поесть. Ну, в хорошем смысле, в хорошем. Как-то вот так. И что же между вами сейчас? Давайте посмотрим. А что за взаимодействие? Аж 3. Так, интересно. У нас выпало 2 огненные руны, 1 холодная и 1 руна, ну, в данном случае более-менее нейтральная. Но вот эти 2, они у нас все про взаимодействие. Я бы здесь, знаете, как сказала, что это то, как вам ситуация с вашей стороны, да, кажется, что вы как-то как объяснить-то по-русски? Более какой-то понимающий, теплый человек, да, давайте вот так это обзовем. А ваш партнер, он вас не понимает, какой-то холодный к вашим идеям, мыслям, вот ничего не интересует. Мы говорили, да, больше такой приземленные какие-то цели, желания. И вот по этим 2 рунам я бы сказала, что здесь в этом плане нет коннекта. Потому что здесь огонь, а здесь лед, да, и вот оно перекрывается. Интересно. Давайте посмотрим,
что вы думаете по этой ситуации, про эту ситуацию? 2 руны. А здесь 2 варианта. Либо вы думаете о том, что пора это заканчивать, и нужно принимать решение, да. У меня вот все крутится в поле: сделать расклад, уйти или остаться. Если вам тоже интересен этот расклад, напишите, я посмотрю, сколько людей. Если будет много запросов, тогда сделаем. И вы принимаете решение, да. И второй вариант это то, что вы вот эту вот стену недопонимания хотите ее разрушить, но пока не понимаете как, но думаете про это. Так, давайте посмотрим, что же ваш партнер думает по поводу этого всего. Тоже 2. Но вы знаете, я бы сказала, что он или она хотят вот эту стену непонимания все-таки разбить. Интересно. Давайте посмотрим, что поможет. Здесь еще знаете, что вот по этим рунам может быть, что человек общается больше с другими людьми. Здесь больше похоже на то, что род деятельности, да, работы какой-то вот коннект с очень большим количеством людей предполагает. И от этого вам кажется, что человек отдаляется от вас, потому что на вас как будто нету времени, сил, да, потому что там человек выговаривается, там человек постоянно в каком-то взаимодействии, а вы как-то не при делах. Хорошо. Что поможет тогда наладить? И вот теперь вот это захотелось мне убрать обратно. Беркана — это такая спокойная женская энергия, плодородная такая. То есть вам нужно немножко спуститься с небес на землю, назовем это так, стать тоже, заинтересоваться тоже какими-то материальными вещами, да, а человеку второму больше успокоиться, что ли. Здесь вот прям очень много суеты какой-то, огня прям такого. Хагалас, кстати, там же он про холод тоже, а здесь Кано, огонь. И ему или ей нужно немножко подуспокоиться, вот эту суету куда-то, ну не то чтобы убрать, что-то сделать вот с этим вот. Здесь прям такой моторчик какой-то постоянно бегает, что-то общается. И вот тогда что у нас меняется? Если вы приземляетесь больше, а другой человек подуспокаивается больше, тогда что у нас? Тогда как раз-таки интересно, мы выходим на обсуждение и на разговор какой-то. Вот это теперь хочется уже убрать. И вас поставить уже вот так и даже поближе. То есть, соответственно, если вы немножко спускаетесь на земные вибрации, назовем это так, начинаете интересоваться более какими-то земными желаниями, да, например, там тоже
что посмотреть, что сходить, какими-то новостями, хорошими новостями, не надо плохими, что нового вышло, какие там, с какими людьми человек общался, вот каждодневной жизнью, назовем это вот так, да, не какими-то вибрациями высокими, духовными, а каждодневной жизнью. Возможно, рецепты какие-то, если вы женщина, а может, мужчина тоже. И тогда вы идете в диалог, начинаете наконец-то взаимодействовать. Это уже убирается, и хочется вас уже подвинуть. Идете на какой-то контакт. Хорошо. Мне уже нравится. Тогда что? Договариваетесь или нет? Отлично. Мне прям очень нравится на самом деле. И тогда, когда вы выходите на диалог, на коннект друг с другом, у вас появляются новые точки соприкосновения. Это мы убираем. Вы становитесь ближе. Это вот когда говорят, налаживаете взаимодействие и по эмоциям, и по физике, и по чувствам, и по интеллектуальному уровню, да, начинаете взаимодействовать с друг другом по-другому, и вы как становитесь, если у вас и так есть семейные отношения, да, вы вот превращаетесь в более какую-то теплую семью, у вас вот больше сплочаетесь, назовем это так. Правильно же сплочаетесь? Я думаю, вы меня поняли. Вы как не то чтобы одно целое, но вы как вот один целый механизм, да, начинаете взаимодействовать. Если изначально вы были под разные, назовем это так, комнаты, да, один в своей жизни, другой в своей жизни, и вроде как бы вы можете и жить вместе даже, но как соседи. А здесь вы начинаете взаимодействовать в пространстве и с новыми сценариями. Мне прям очень нравится. И тогда что? Я прям вот, я знала, что она выйдет. И я бы сказала, тогда и спокойствие, и мир в доме наступает. Очень классно. А у кого-то даже может быть и беременность, на самом деле. Если кто-то планировал, то вот возможен такой вариант. Если не планировали, тогда задумайтесь, что с этим делать, чтобы не было. Ну, какие-то превентивные методы, да. Здесь еще может быть о том, что вы становитесь изобильной парой в каком плане, что вы начинаете друг друга вдохновлять, начинаете друг друга поддерживать, становитесь друг для друга, ну, как благодатной почве, да, и, ну, очень классно, даже, наверное, ничего добавлять не буду. Здесь очень добавлять не буду и вытащила еще одну руну. А руна здоровья, ну, в принципе, это логично с Берканой. Здоровье, да, может улучшиться, оно здесь может еще указывать опять-таки на ту же самую беременность, опять-таки, обращаю ваше внимание. Ну и здесь новый уровень взаимодействия мне прям очень нравится. На этом мы закончим 100%. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши комментарии, лайки, донаты. И мне очень приятно. Я на это покупаю новые колоды, что-то новенькое придумываю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам такой формат зашел, понравился.
Будем тогда делать еще. Можем про деньги вот сделать такую мини-расстановку, что с вашими деньгами, как они вас вообще видят, где они в пространстве, близко, далеко, и что с ними делать. И до новых встреч. Пока-пока.